Друзья, наверное, вы все же помните, что однажды мы вам рассказывали про девушку-ученую из Алматы, которая разработала духи с запахом апорта. Это фирменные алматинские яблоки. Тогда эта новость разлетелась по всему интернету и наделала много шума, а сегодня эта девушка у нас в гостях. И, друзья, уверен, вам будет очень интересно с ней познакомиться. Ее зовут Гульжан Тузельбаева, и она не только ученая, она молодая мама, актриса театра и кино и также спортсменка. Успевает заниматься борьбой джиу-джитсу. В общем, очень интересная девушка, поэтому желаю вам приятного просмотра. Ну и не забывайте про лайки и комментарии. Итак, давайте начинать. Гүлжан, қалайсыз? Жақсы. Сіздің қалыңыз қалай? Мен де керемет, рахмет. Вообще, мне было очень интересно вас пригласить и познакомиться вот так вот лично, побеседовать, потому что, когда мы сделали про вас репортаж о том, что вы сделали духи со вкусом алматинского порта, эта новость разлетелась везде и даже дошла до Бибигуль Тулегеновой. И она у меня спросила, точнее, не спросила, она мне сказала: «Иван, ты знаешь, вот мы общались, там чай пили, и она говорит: Иван, ты знаешь, есть одна казашка, которая, представляешь, сделала духи со вкусом алматинского порта». Вот. Поэтому очень приятно, что вы сегодня пришли. Расскажите о себе. Меня зовут Гульжан, я с Алматы, я парфюмер, актриса, по первой профессии финансист. Вот, так что, какой-то, наверное, долгий путь шла. Я родилась в Алмате. И выросли тоже в Алмате, да? Да. И вы актриса? Да. И вы ученый? Да. И что еще? Финансист. Финансист. Я вечный студент. Да, это фантастика. Мы с вами познакомились, вот первый раз встретились буквально на улице, там на улице Панфилова, потом второй раз на улице Тулебаева, и на днях я ходила в университет Сатпаева, и как раз узнала о том, что именно в университете Сатпаева, и оттуда и выходят вот эти духи. Вот это запах... Алга, Казахстан. Алга, Казахстан, который фирменный, вот такого нет второго, правильно? Да, я придумала его специально для вас, потому что я смотрю ваши передачи, смотрю и подкаст, и в Инстаграме, и я подумала о том, что хорошо было бы сделать такие духи, говорящие о Казахстане. Мне очень понравились, да. Теперь они у меня для особого случая, вот, потому что это же эксклюзив. Их нельзя в магазине купить, да, вот Алга, Казахстан? Пока нет. Всё. Но будет идея такая, чтобы их... Вот апорт? Апорт, да, можно, конечно, приобрести. Апорт приобретается и онлайн, и в магазине Сулу. Это первый магазин, который меня поддержал. Дело в том, что обращалась в несколько магазинов, Французский дом, Бьюти-мания, Золотое яблоко, и именно Сулу откликнулись, они говорят: давайте, пусть мы поддержим наш казахстанский бренд первыми, и они продолжают, меня поддерживать. То есть у них представлена вся коллекция. Расскажите нам, а вот вы, получается, были студенткой университета Сатпаева, да, и дипломная ваша работа — это духи с... Нет, чуть-чуть по-другому. Да? В общем, было так, что я мечтала о парфюме задолго до этого, будучи подростком, вот. Но я по второй профессии актриса и училась в Нью-Йорке. Когда наступил карантин, работы совсем не было, и я преподавала онлайн. И когда было совсем-совсем скучно, я стала читать много о том, что меня интересует больше, и это была парфюмерия. Вот, я нашла университет, списалась с университетом и поехала во Францию. Но сделала большой путь, то есть получилось так, что вы про меня уже делали небольшой репортаж. Это про фильм Дарижана Умербаева, фильм «Акын», который выиграл Токийский кинофестиваль. Вот, я была одной из актрис в этом фильме, и мы поехали все командой в Берлин представлять этот фильм. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. И, в общем, мне дали визу во время карантина, когда всем не давали визу. И я туда помчалась и первым делом поехала во Францию. Говорю: можно мне обучаться как раз в одном из лучших университетов. Они мне сказали: ты первая казашка, хотя бы поэтому, да. Но они сказали, они закрыты, как только откроются, что у меня будет возможность такая. И как только все были границы открыты, я поехала туда. И моя дипломная работа была алматинский апорт, да.
Вау. А в Сатпаевский университет я попала случайно. Ну, так получилось, что... Это долгая история, я не знаю, Они рассказывать. дали возможность вам, Да, да? они для того, дали чтобы- большие возможности до сих пор, потому что в этом университете сбываются, мне кажется, мечты в плане прогресса. То есть, когда мы учились, это было давно, Мгм. был только КИМЭП и КБТУ. А Мгм. теперь, допустим, Сатпаевский университет открывает такие возможности, то есть можно учиться за рубежом, поступая в Сатпаевский университет, то есть Да. можно учиться в Америке, в Корее, в Германии, во Франции, я не знаю, знают ли это люди, но это как бы происходит так. Вот. И они поддержали научный мой проект. Сейчас я там и преподаю, и плюс еще мы пишем вместе коммерциализацию. Ну, в общем, все нормально. Мгм. Сейчас все хорошо. Я тоже в шоке, на самом деле, был от университета Сатпаева, Вам потому что, понравилось? да, я, ну, технические вузы я примерно представлял, потом я же учился, и мне так, ну, повезло учиться и в Петербурге, и в Финляндии, и в Южной Корее, и Мгм. в Турции я учился в университетах разных. Здесь тоже в Казахстане был в разных университетах. Мгм. И вот в Казахстане как-то университеты сейчас идут по своему пути. И университет Сатпаева как раз пример, потому что там, ну, начиная от того, что там просто нет дверей. Двери стеклянные, ты можешь зайти в любой кабинет. Потом там у них ну, вот университет, да, которому 90 лет скоро. Да. Дедушка, Аташка. И ему на корпус вешают красную Porsche. Да? Да, это вообще фантастика. А вы видели музей с камнями? Я просто, Нет. когда его увидела, вам нужно тогда вернуться, сделать еще одну экскурсию. Там есть и музей с камнями, с минералами, потом дальше есть как кабинет Сатпаева. То есть, ну, то есть все очень такое и современное, и какие-то ну, реликвии сохранились. Да. Это, конечно, фантастика. И до Да. Смукасан. Дос Мукасан из университета Сатпаева. Да. Ну, все так... молодые люди сейчас... Я когда учился, вот, например, в Петербурге, там нужно было, чтобы преподаватель меня заставил. То есть я не мог сам учиться. Мне нужно было, чтобы обязательно кто-то меня заставлял. Ну, мне кажется, это норма. А мне кажется, что сейчас немного по-другому. Сейчас создают условия. Мгм. И вот в Сатпаево как раз вот такое технологии. Хочешь айтишником, будешь айтишником. Хочешь духи разрабатывать, пожалуйста. Вот. Да, да. Но дело в том, что когда мне сказали, ты будешь работать в Сатпаевском университете, я хотела в другом работать институте химии. Но там не получилось, парфюмерию там не поддерживали. И, в общем, я съездила в Астану, и мне сказали, ну, в Сатпаевский университет, вот это прогрессивный. И я представила вот такой советский допотопный политех. И я такая, нет, я не хочу. Приезжаю туда, я думаю, на всякий случай схожу, перед тем, как, не знаю, убрать эту мечту про парфюмерию. И я приезжаю туда, и я такая, все, я здесь остаюсь. Ну, я в шоке была. Моя лаборатория, вам нужно прийти ко мне в лабораторию. А я был, Она ну, мы когда мимо заходили... Просто, нет, вы не были в большой просто. Да? Да, нам построил Бейкер Хьюз лабораторию, там она фантастическая. То есть там есть и крема, и парфюм, и все мы разрабатываем. Когда интересные выйдет вещи. крем со вкусом апорта? Он уже по-настоящему есть. Уже есть? Да, у меня очень много. Здесь я принесла такую маленькую часть. У меня есть и бальзамы, и крема. Мой коллега Ербол разрабатывает шампуни, кондиционеры. В общем, все Все с апортом. Да. Это фантастика. Как идея пришла у вас вообще? Вот почему именно со вкусом апорта? Ну, вообще, это же большое красное яблоко у нас в крови. А так мы разговаривали просто вот как раз с Сулу, с парфюмом о том, что чего не хватает Казахстану. Я как раз приезжала на каникулы, я говорю, а что можно еще разработать? И мне вот Сания, директор Сулу, она говорит, если будет апорт, это будет просто бомба. А я говорю, я как раз об этом думала. Где-то уже в Европе интересуются, может быть, или в Америке есть такой интерес? Я скоро поеду на экзамены в Европу, и я надеюсь, что я уже покажу, потому что есть определенные агентства сертификации, которые оценивают. То есть, если все нормально, пройдет через всю сертификацию и про меня напишет, есть один журнал, Можно сделать называется, имя, да? НОС, да, М. может быть, а дальше больше. То есть, обычно я работаю вот специально покажу вот в таких вот мензурочках, колбочках, да. Мгм. Это один из новых ароматов, можете попробовать. Вот, Что чувствуете? это что-то интересное. Да? Вот самый последний аромат. Но если я скажу, вы сразу почувствуете этот. Ну, это Джисай? Нет? Жусан вы имеете? в виду? Жусан.
Там есть немножечко, но в общем это фрукт. Я пыталась. Грейпфрут? Ягода. Ягода. Ладно, я на самом деле в этом вообще не понимаю. Да, я пыталась воссоздать виноград с косточкой, Да-да-да. который еще на дереве. Это Он интересно. немножко сладкий, да. Иногда импровизирую креативно. Вот. Вы слышали про девочку, которая придумала с запахом казахской степи духи? Нет. Недавно мы тоже делали новость. Да? О, Да. классно. Вот и поэтому я вот хочу спросить, а откуда у казахстанцев, у казахов такое желание что-то создать, что-то куда-то стремиться, такое вот стремление? Откуда оно появляется? Ну, мне кажется, потому что это ниша пустая, и потому что мы хотим развиваться в этой сфере. Я так думаю, это первая мысль, которая ко мне пришла. Но вторая, очень много запахов, вы знаете, у нас. Очень, я вот говорила, это как-то Казахстан так вкусно пахнет. Да, это точно. И маки, яблоки, цветы. Я знаю, что к нам приезжал один мужчина, он как раз по поводу разнотравий и так далее. И когда он приехал, он сказал, в Казахстане есть все. Вам можно сказать, что не нужно ничего, то что все травы, которые допустим, для того, чтобы скот хорошо пасся, все есть. То есть поэтому мы всегда были кочевниками, я думаю. А какие еще у вас есть интересные планы? Что еще, какие мысли? Вот вы сейчас сказали про кочевников. Когда появятся духи Адай? Кстати, хорошая идея. Я думаю, что позже я буду ездить по регионам и составлять для каждого региона парфюм. Вот какую более интересную скажу. Раньше к нам приезжали парфюмеры, либо к ним отправляли, ну, как бы такое, знаете, как не то что чек-лист о Казахстане, описание Казахстана, и они должны были составить парфюм. Но их здесь, то есть они не прочувствовали наши степи, у них нет казахской души, допустим, да. Это меня сильно коробило, я все время смотрела, там духи, сделанные в Казахстане. И я говорю, как можно было составить духи, сделанные в Казахстане, Не живя в Казахстане. Да, не живя в Казахстане, не зная наши традиции, не зная нашу локальную, да, вот какую-то историю. Вот, поэтому, вернувшись к этой девочке, мне кажется, что это очень хорошо, что будет еще очень много парфюмеров, у нас будет много людей, которые этим будут заинтересованы. Мы, в принципе-то, людей встречаем по парфюму, да, по запаху, выбираем себе людей по запаху. Мне кажется, что это такое интересное, то есть интересная сфера. Да. Вообще даже можно сказать, что как магия. Да. Друзья, спутник жизни, да, запах родительского дома, все с запахами связано. Да. Поэтому, да, мне кажется, здесь большое будущее, я надеюсь, что это будет развиваться. А еще вы, наверное, первый парфюмер в Казахстане? Да, официально первый. А, Но парфюмером меня, мне кажется, назвать еще, ну как бы это слишком, наверное, такое высокое звание на данный момент. Почему? Потому что это нам нужно работать, и потом уже... Но в общем, из Казахстана я была самая первая, кто действительно начал этим заниматься. У нас растет в Алмате роза. Может быть, видели, ну, практически во всем городе розы такие, они кустовые, просто вот как для оформления используются. Вот эти розы, они сильно пахнут. Попробуйте, когда будете проходить где-нибудь на Валиханова. это вот эти вот духи, да? Да, это вот именно вот эти духи. Я хотела вам их показать. Давайте я вам покажу. Я хочу ваше мнение, действительно. Ну, Настоящее. с учетом того, что я вам сказал, что я вообще в этом ничего не понимаю, это будет интересно. Вот, молодая роза. Так надо сделать? Да, попробуйте как раз. Вот так сначала? Чуть-чуть, да, можно. Стоп, спирт выветрился. Легкая, свежая, молодая роза, которая цветет. Пахнет летом. Да? О, классно. Мы будем эту розу дистиллировать. У нас хороший климат для того. У нас и во Франции. Представляете? Ну, в Алмате точно цветет вот эта пахучая роза. Она называется майская роза в городе Грас. Ну, у нас будет алматинская роза. Это, конечно, удивительно. Вы, получается, первый парфюмер, актриса, ученая,
А еще вы занимаетесь джиу-джитсу. Да. И даже одни духи у вас есть Да, джиу-джитсу. я даже их принесла вам показать. Почему? Потому что вообще в детстве мне нравились духи Армани, Джио. Может быть, помните? Нет? Но они очень свежие. И вот я помню, как в школе какой-нибудь одноклассник или одношкольник проходит, и у него вот этот запах свежий, и я иду за ним, и мне он уже нравится. Я его не знаю, но он мне уже нравится. И у меня это самые мои первые духи, которые я составила, потому что когда мне преподаватель говорит, какие будешь составлять духи, я говорю, свежие, с искринкой, чтобы они прям вот интересно пахли спортом для активных людей. И так как я занимаюсь джиу-джитсу, я подумала, так, надо их назвать именно так, то есть не казахша курес, извините, но джиу-джитсу. Вы можете в следующий раз казахша курес тоже. Да. У вас вообще простор большой для творчества. Что чувствуете? Чувствуете Каспий? Нет, чувствую кимоно и дух соперничества. Да, это что надо на гильотину кого-нибудь. Да. Да. Это аромат победителей. Аромат победителя. Вот. Я, кстати, такая думаю, надо запомнить все, что говорит Иван. Да, аромат победителя. И я представляю, что человек хорошо потренировался, принял душ, подушился и такой идет, и все. И от него пахнет свежестью и чем-то таким активным. Что происходит сейчас с Казахстаном? Почему успехи буквально по всем фронтам идут? Мне кажется, потому что мы так долго молчали, а у нас такой потенциал огромный. То есть мы не заявляли о себе. И еще я думаю, что Казахстан очень такая... Вообще люди, живущие в Казахстане, имеют очень хороший вкус во всем. Вот вы заметили в музыке, да? Вот я видела ваш подкаст с художницей, да? То есть это все такое уникальное, наверное, потому что мы хотим, чтобы о нас знали. Может быть, мы интересные. Наверное, я думаю, еще сейчас происходит бум Казахстана, вот такое что-то. И у нас сейчас еще супер-супер патриотичные чувства. Я допустим, я думаю больше всего про наследие, про такое, чтобы все узнали, если узнали не только Гульжан Парфюм, да, мое имя, а больше вообще услышали про Казахстан. Хочется такое трогательное, да? Да, это круто. И действительно узнают. Апорт, Алга, Казахстан. Махаббат. Махаббат, да. Алматинская роза, да. Вот тоже Махаббат, аромат любви. Я делаю практически все вручную. Вы смотрите на все это очень красиво, но многое что, получается, закрывается вручную. Коробочки делаются в Казахстане. А эти бутылочки тоже делаются в Казахстане. Что-то, допустим, аутсорс происходит, да, я покупаю что-то. Ингредиенты — это вообще очень важная история. Это про любовь, про... Они женские, да, это? Да. Эти точно женские, Махаббат. И я специально их называла казахстанскими именами, чтобы была такая направленность, чтобы прям видно было, что эти духи из Казахстана. У меня, кстати, есть духи Анастасия. То есть Казахстан многонациональная страна. Это должно быть обязательно это отражено в творчестве. То есть именно и казахские, и русские, и главное казахстанские, да, чтобы услышали про нас. Я думаю, что-то такое. Определенно услышат. Еще хочу вас поинтересоваться. Многие вдохновляются музыкой. Вы какую музыку слушаете для того, чтобы творить? Или... кстати, хороший вопрос. Я не думала об этом. Но, наверное, все. Я слушаю все. Я дитя 90-х. Я слушаю рэп. Слушаю какие-то казахские. Да, Ирина Кайратовна мне нравится. У вас какую-то я музыку недавно услышала, что и поставила ее себе тоже в лист. Да? Что за музыка? По-моему, где вы на домбре играете? Я на домбре? Да, я увидела у вас. И, кстати, это очень хорошо, что вы занимаетесь казахской культурой, домброй, потому что я после того, как у вас увидела, я пошла на домбру. Да? Это давно было моим желанием, да, но я такая думаю, Иван пошел на домбру, я тоже пойду. И, в общем, я записалась на урок.
нашла студию, показала, как вы играете. Я говорю, вот, они мне говорят, а почему вы пришли, вам это с детства нравится? Я говорю, ну да, но еще говорю, вот этот блогер уже играет, говорю, понимаете? Я говорю, мне тоже надо не отставать. И, в общем, я стала играть, и, видимо, это, ну, своего рода, ну, это правда, мотивация, и как-то стало получаться. Даже, да. А сыграете у нас Doom Rise? Нет, я только начало. Я посмотрела там одну песню, причем это Twinkle Twinkle Little Star. Я думала, а это, оказывается, Моцарт вообще. В Моцарте на Это Домбре играет? Моцарт, вот этот Twinkle Twinkle Little Star. И еще есть алфавит с этим. Это, оказывается, Моцарт, Элизия Моцарта, что ли, что-то вроде этого. Вот. А показала преподавательница, и она говорит, дело в том, что он играет и хорошо играет, звук хорошо идет. Да? Да, так что продолжайте. Все, конечно. Точно, Алга. Будем стараться. Будем стараться. Вот говорят, да, думбра простой инструмент, 2 струны, да? Вот для тех, кто говорит, вот смотрите, Моцарта играют. Но надо сказать, что достаточно простой. Я думала, что все. Просто я пожалела о том, что раньше не начала учить. Такие возможности бы открылись. Может быть, я уже была бы там, не знаю, что-нибудь делала, фристайлу. Да. Ну, кстати, думбра, вот когда долго занимаешься, ну, она еще внутри что-то пробуждает. То Да. есть какой-то момент, когда ты уже как бы забываешь о том, что ты играешь, на автомате уже играешь, а сам уходишь куда-то. А вы играли на гитаре до этого? Играл? Вот. Я подумала, поэтому, может, вы хорошо играете, потому что... Ну, гитара очень простой инструмент. Да? Конечно, там... Не знаю, мне кажется, эти подушечки вот так вот. Нет, там 3,5 аккорда, если ты знаешь, ты уже можешь половину песен на эстраде исполнить. Ну, надеюсь, посмотрим. А думбра — это место для импровизации, и это сложный инструмент. Но если вы чувствуете вот это внутри, значит, все, вы уже казах. Все? Да. Если вы, потому что я когда играла, я такая, все, я чувствую вот эту мелодию, что-то с детства, вот эти кью, и я представила себя с одной песней Моцарта на Итыси. Ну, это серьезно. Да. Удачи вам в начинаниях. Спасибо. Пожелаю также удачи и вашим духам. Очень хочется увидеть реакцию европейцев. Да. Вот, пускай это будет победа. Пусть узнают про Казахстан. Пускай узнают про Казахстан. Очень мне нравится то, что все духи у вас имеют такие интересные названия. Апорт, вот это вот вообще запах незабываемый. Поэтому, друзья, я всем рекомендую. Алга Казахстан, конечно, это вообще, наверное, номер 1 в мире духов. Еще не придумали круче духи, чем Алга Казахстан. Запах степи. Запах степи, да, вот тоже запах степи. Но там присутствует запах степи, Да? потому что, да, там есть и жусан, вот про который вы говорили, и саксаул, то есть и такой вот Все понятно, почему мне понравилось. свежая дымка, да, они интересные. Да, поэтому желаю вам только вперед. Спасибо. Каналга. В следующий раз Спасибо. придете, когда к нам в гости уже с премией. Хорошо. И Да. сыграете нам на домбре. На домре. Буду. Договорились. Жарай. Чарай. Келістік. Я, келестик.